Вы говорите, что интернет, которым мы сейчас пользуемся, создали мужчины. Это неправда. Это сделала эта женщина. Эта женщина сделала это. Нет, не она. Так она говорит, это Хэти Ламар. Ее заслуга в том, что именно она стала изобретателем, который впервые создал технологию современных систем связи Wi-Fi, GPS и Bluetooth коммуникационных систем. И именно эти два ученых на самом деле изобрели интернет. И это не для того, чтобы отнять у нее заслугу в том, что она создала, потому что это действительно важно для современного общества. Но это был не интернет. Она считает, что Wi-Fi это интернет. Я думаю, по этой логике, человек, который изобрел колесо, на самом деле изобрел самолет, потому что на нем есть колесо. Должен ли мужчина платить алименты, если он выступает за аборт, а женщина нет? Да. Мужчина должен платить алименты. Да. Потому что я чувствую, что... Подождите, дайте мне подумать для хорошего объяснения. Он должен, потому что это его ребенок. Я знаю, что он не хочет иметь ребенка, как если бы он сказал, что надо сделать аборт, а потом захотел бы его оставить. И это... Он должен сделать это по моральным причинам. Ну тогда вы за аборты? Это другой вопрос. Я считаю, что он должен быть доступен. Я думаю, это зависит от ситуации. Как женщина, я считаю, что это должно быть доступно, потому что люди все равно будут делать аборты, и это будет небезопасно для них. Но... Так что предоставьте им медицинскую услугу, чтобы люди сами принимали решения. Женщина имеет право решать, рожать им ребенка или нет. Я хочу сказать, что если мужчина должен платить алименты в этой ситуации, что если он не хочет аборта, но женщина хочет сделать аборт, то в конечном итоге решение остается за женщиной. Таким образом, мужчина оказывается проигрышем в обоих случаях. То есть вы хотите сказать, что если она хочет сделать аборт, а он нет, то она все равно сделает аборт, и тогда он проиграет. Но если он выступит за аборт, а она нет, то он проиграет. Да, потому что теперь он должен платить алименты. Но... Если он не хочет быть отцом. Вот почему я говорю, что это моральная причина. Это неэтично. Он должен, это его ребенок. Но я отступил от задуманного плана сниматься в порно. За последние несколько месяцев я стал очень несчастной и жалею о некоторых решениях, которые принимала. Мои родители, им потребовалось время, чтобы начать гордиться мной. Я не думаю, что им нравится то, что я делаю, и мой отец и вся его семья отреклась от меня. Но теперь все хорошо. Теперь они говорят, что гордятся мной, но мы просто не говорим о специфике того, чем я занимаюсь. Да, настоящая работа может быть ужасной, настоящая работа может заставить вас очень уставать, но настоящая работа не высасывает из тебя душу. Понимаете, о чем я? Как 9 часов стриминга. Я же шутила по этому поводу ранее, о том, чтобы завести OnlyFans. Очевидно, что мы находимся вместе, поэтому я хочу узнать твое мнение и мысли. Но я также чувствую, что у меня есть активы, которые я могла бы использовать, и... Все прекрасно. Я люблю тебя, я уважаю тебя. Если это то, что ты хочешь сделать, то я поддерживаю тебя. Добро пожаловать, как тебя зовут? Малькольм. Еще раз? Малькольм. Что вы ищете в женщине? Просто искреннюю доброту. Хорошо, круто. Это все, что нужно. Я поняла, хорошо. Почему ты лёпнул свой шарик? У тебя узкие джинсы. Мне не нравятся узкие джинсы на мужчинах. Почему ты лёпнула свой шарик? Я хочу, чтобы ты немного подровнял бороду. Почему ты лёпнула свой шарик? Мне нравится темнее, мужички. Ну там комплекция, выше был, темнее. Я довольно низкого роста, но мы вроде как почти одного роста. Серьезно, почти? Почему ты в итоге лопнула свой шарик? Ты сказал, что у тебя рост 1,80 м. Я не думаю, что у тебя такой рост. А ты 1,80 м? Нет, детка. У меня рост 1,70 м. Ну, может быть, 1,75 м. Ну, если снять каблуки, то, наверное, 75. Но ты хорошо выглядишь. Спасибо. Шляпа, как у Кэм Ньютон. О, Кэм Ньютон, правда? Может быть, как Алисия Кей? Или как Эрик? О, детка, хватит. О, я поняла. Скорее всего, я лопну свой шарик. Она твой тип? Она хорошо себя представила, чем большинство девушек здесь. Почему ты лёпнула свой шарик? Мне не понравился этот жалостливый комментарий. Это было не мило. Ты мог бы сказать Эрика Бадо. Можно было сказать про кого угодно, но только не про Кэма Ньютона. Ну да ладно. И у него есть локоны, его локоны не самые лютые. Я не смотрю на локоны этого мужчины. Почему матери-одиночки растят женственных сыновей? Они делают их мягкими, потому что пытаются их защитить.
В то время как она пытается вырастить свою дочь, чтобы защитить ее, но она пытается защитить своего сына. А защитить мужчину невозможно. Вы должны научить мужчину, как защищать себя, а женщина не знает, как это делать. Мужчина должен научить мужчину, как защитить мужчину. Потому что мужчина и женщина нуждаются в защите не одинаково. Мы даже думаем по-разному. Неважно, сколько и кто говорил тебе думать как мужчина, ты не мужчина, тебе все равно чего-то не хватает. И вот теперь мы растим мужчин, за которых даже не хотели бы выйти замуж. И мы отправляем их в мир, чтобы они общались с женщинами. А потом, когда эта женщина возвращается и говорит вам: «Мисс Джеки, мисс Тина, мисс Шерри, ваш сын бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла». И вы смотрите этой даме в лицо и говорите: «Я не знаю, почему он такой. Он не был таким, я его так не воспитывала. А сучка, а кто его воспитывал? Кто же его так воспитал? Никого рядом не было. Это сделала ты. Ты говорила ему, что лучше, но ты не мужчина. Ты не могла научить его лучше, потому что нужен мужчина, чтобы научить его быть мужчиной. Нужен мужчина, чтобы научить его тому, что нужно мужчине. Я зарабатываю больше, чем врач, и я наживаюсь на вас, на мужчинах. Вы, ребята, мои самые большие поклонники, даже если вы мои ненавистники. В прошлом году я заработала более 4 штук баксов, и все благодаря вам. Так что, ребята, если вы хотите продолжать высмеивать секс-работу, продолжайте в том же духе, потому что если бы вы, ребята, просто объединились как единое целое, как мужчины, мы бы не занимались бизнесом. Наживаемся за ваш счет. Спасибо. Продолжайте подписываться на наш OnlyFans, продолжайте говорить дерьмо о секс-работниках, потому что мы зарабатываем гораздо больше денег, и в этом году я собираюсь заработать 1 миллион, так что продолжайте в том же духе. Ни при каких обстоятельствах не становитесь отчимом. А теперь, прежде чем они перейдут к оскорблениям, позвольте мне прояснить. Меня никто не обижал, я был женат почти 20 лет. С 22 лет я был женат. В моей жизни был отец, семья из 2 родителей. Моя мама удачно вышла замуж, пока моя мама не овдовела в 30 с небольшим лет. И в ту пору она снова вышла замуж. Но они будут пытаться наброситься на нас с позором, оскорблениями и чувством вины. На самом деле, для того, чтобы у нас действительно были здоровые семьи и удачные браки, мы должны начать все с самого начала. Никаких ремиксов, никаких готовых семей. Не позволяйте им пристыдить себя за то, что у вас есть предпочтения. У них тоже есть предпочтения, они просто не могут получить то, чего хотят. Никогда не становитесь отчимом и не берите на себя чужую семью. Это не в ваших интересах. И это не то, что говорит Библия. И поэтому мы должны перестать переделывать это слово и пытаться приспособить его к нашему повествованию. Даже если вы хотите начать ссылаться на Иосифа, как это сделал Рассел Уилсон. Мария была девственницей. Это было чудо. Им нужна была девственница, чтобы утвердить такое могущественное существо, пришедшее на эту землю. И ты не она. Так что перестаньте говорить, что вы это она. И я понимаю, что Бог дает благодать. Так что если тебе удастся обмануть мужчину и убедить его стать отцом твоего ребенка, то это лучше для тебя. Но я всегда буду говорить мужчинам, что это так будет лучше для них. Никогда не становитесь отчимом. Неужели мужчин не привлекают независимые женщины? Нет. Просто безумно раздражает, когда вы делаете независимой всю свою личность, потому что эти независимые женщины обычно взрослые люди. О, ты сама зарабатываешь деньги, сама готовишь себе еду, сама стираешь. Вау, да ты среднестатистический мужчина. Почему вы не видите кучу мужчин, которые говорят, что мы такие независимые? Как бы это было смешно. Так что да, развлекайся, слушай Карди Би, Билли Эйлиш, Тейлор Свифт или что-нибудь еще. Это сложно. Здорово, приятно познакомиться. Я Лили, приятно познакомиться. У Лили есть альтер-эго. Лили, расскажи нам о нем. Ладно. Мое альтер-эго, его зовут Дэниел. И он из Манчестера. И у него есть небольшой британский акцент. Иногда я люблю его изобразить на вечеринке. Это круто. Какую сумму в месяц ты бы согласилась быть содержанкой? Не согласилась бы. Ни за какую. Ни за какую. Содержанкой? Ну, я думаю, 1200 подойдет. 200 тысяч? Ну, минимум.
Вот так. Знаете, потребности как бы растут. Ну вот минималочка 200. Я недавно просчитала, ну вот астрология, там совместимость, я читала все дела. Я забрела куда-то, и там по дате рождения рассчитывают, ну, показывают твой характер, все дела. И вот у меня цифры так сложились, то, что вселенной заложено, то, что я иждивенец. Кто? Иждивенец. Ага. Содержанка, Вот. я понял. Ну вот, мне, ну, предрасположены звездами. Так что содержанкой быть это ничего плохого, особенно для меня. Так, Сколько тебе лет? мне 20. Эй, пап? Да, спасибо, что бил меня в детстве. Не за что, сынок. Я снова в этом режиме. Больше никакого бессмысленного общения. Никаких пустых разговоров. Ничего, кроме тишины и суеты. I can't describe what I'm feeling, and all I know is we're going home. Кем ты себя видишь через 5 лет? Мертвым? Привет. Не хотите ли кусочек шоколадного торта? Джоуи, почему ты это делаешь? Мне так жаль. Простите. Все нормально. Простите, мне так жаль. Sharing our secrets with each other since you were kids. Sleeping sound. Теперь подойди ближе. Glance in your face. Got the music in you, baby. Tell me why. Got the music in you, baby. Tell me. Арбузеры, я открыл Бусти аккаунт. Пока что он еще пустует, но вы уже сейчас можете подписаться бесплатно. Я планирую установить подписку по самой минимальной стоимости, потому что понимаю, насколько все мы устали от бесконечных платных подписок. Но если вам нравятся мои ролики и вы хотите видеть их еще больше, а также поддержать меня на этом пути, подписка на Бусти станет отличным решением. Это не только даст вам ранний доступ к новым видео, но и поможет мне создать больше арбузерного контента для вас. Спасибо за вашу поддержку, друзья. Берегите себя, вы самые лучшие. Это для тебя, детка. С годовщиной. Scotty doesn't know that Fiona and me do it in my van every Sunday. She tells him she's in church, but she doesn't go. Still she's on her knees, and Scotty doesn't know. Oh, Scotty doesn't know. So don't tell Scotty. Scotty doesn't know. Scotty doesn't know. Что случилось? Я умираю, сестра. Вот как? Да, у меня туберкулез. Я заразился, когда избивал человека до смерти. За несколько баксов. Я прожил плохую жизнь, сестра. Мы все прожили плохую жизнь, мистер Морган. Мы все грешим. Но я вас знаю. Не знаете вы меня? Простите меня, но в этом и проблема. Вы не знаете себя. Это как понимать?
Да как хотите. При каждой нашей встрече вы всегда улыбаетесь и помогаете людям. Эх. У меня был сын. Он умер. Была девушка, которая меня любила, я растоптал эту любовь. Мама умерла, когда я был еще ребенком. А отец... Он умер у меня на глазах. И я был страшно этому рад. Мой муж умер много лет назад. Жизнь полна боли. Но есть в ней также любовь и красота. Что мне теперь делать? Будьте благодарны за то, что впервые вы ясно видите свою жизнь. Ну да. Может, вам стоит помочь кому-нибудь. Помощь ближнему всегда приносит счастье. Но... Я до сих пор ни во что не верю. Я и сама верю не всегда. Но потом встречаю кого-то такого, как вы. И все становится на свои места. Вы слишком умны для меня, сестра. Наверное. Я просто боюсь. I could live through every